Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И сегодня мы едем на остров Ко Кут в Таиланде. Мы там никогда не были, но вы писали, что там очень красиво, и мы решили съездить. Едем мы туда на такси. Нам нужно доехать до провинции Трат и оттуда на пароме до острова. Кстати, машину я заказал через приложение InDrive. Там получается дешевле, чем через Bolt. И плюс можно выбрать машину. И вот, собственно, приехала за нами машинка Mazda 2. И мы, кстати, с собой берем 2 рюкзака и циновку. Я, конечно, думал, будет Mazda 2 побольше размером. Машинка свеженькая, хорошая. Главное, что не воняет. Я не люблю, знаете, в этой машине так воняет, а ехать там долго, часа 4. Ты прям думаешь, ой, скорее бы же приехать. Вообще, ребят, вы, наверное, спросите, почему мы не взяли машину в аренду и не поехали на Ко Кут, на острова, собственно, на своей машине. Хороший вопрос. Но прежде хочу показать, что здесь платная дорога, и водитель нам сказал, что за платную дорогу платить будем мы. В общем, почему мы не взяли машину, думали об этом на самом деле, но потом узнали, что на Ко Кут нельзя на своей машине. То есть до пирса доезжаешь, там оставляешь машину, и уже как бы на спидботе, либо на пароме отправляешься на Ко Кут. Мы решили, какой смысл оставлять машину и ждать, ну, чтобы она там стояла, да, и деньги, получается, на ветер. Поэтому мы решили, то, что возьмем такси, спокойно доедем, ни за что не нужно отвечать. Доехал, сел, добрался и отдыхаешь. В общем, мы в дороге уже, получается, 2 часа, даже 2,5 часа практически. И сейчас была остановочка, такой классный туалет. Зашли, купили орехи. Я себе взял еще такой тайский энергетик. Я показал вот нашему водителю, он говорит: о, нет, невкусно. Ну, мне понравилось. Еще мы взяли вот такой напиток. Время сейчас 11:45, а нам нужно успеть в 2 часа приехать, потому что последний спидбот отправляется именно в 2 часа. И я по карте смотрю, нам ехать именно осталось 2 часа. Я надеюсь, что мы все-таки успеем. В общем, ребят, мы добрались. Дорога заняла 4 часа 10 минут. Водитель с нас взял дополнительные деньги за хайвей. В итоге дорога вышла в 3000 бат. Поэтому учитывайте, что получается дороже. Мы уже отдали 1000 бат за трансфер до Ко Куда на спидбот. И садимся вот в такую машинку. Просто успели в последний вагон. О, ура! У меня еще ЧП. Я забыла самое ужасное, что можно забыть. Свою любимую расческу. Ну, собственно, вот приключение начинается. Движемся по такому пирсу. Вокруг нас море, красивые виды. Как в Венецию едем. Вот такой у нас кораблик будет. Проверяют билеты. И Светик там хочет купить кукурузу. Проголодалась. По дороге перекусим, потому что до Ко Куда тоже идти около часа. Фух, ребята успели просто в последний вагон. Света с кукурузой еще. Ой, ух ты, как тут круто. Можно вниз пойти. Вот, ребят, мы не успели раскинуть вещи. Светик пошел в туалет. И мы уже отчаливаем. Время 13:42. Поэтому, если соберетесь на Ко Кут, то выезжайте пораньше, наверное, часов в 9 утра из Паттайи. И тогда точно успеете. Потому что мы сели в машину в 9:30. Плюс пока ждали InDrive, он ехал 20 минут, представляете? Поэтому заказывать такси надо, наверное, где-то в 8:30 утра. И вот такие здесь туалеты. В общем, еще раз рассказываю про таксиста. Как вышло то, что он 3000 бат с нас взял. В InDrive была указана цена 2220 бат. И когда мы ехали, я уже понимаю, что мы не успеваем. Я говорю, ну я тебе доплачу за то, что ты быстрее будешь ехать, потому что он ехал очень медленно, там 80-90, вот такая скорость была. Если я буду ехать быстро, то бензин кончится. Он сказал то, что типа расход бензина вырастет, начал там вот это вот все. Я говорю, окей, там доплатим 300 бат. И, в общем, он говорит, еще хайвей, туда-сюда. В итоге, говорит, получается 2900 с чем-то. Но я ему 3000 дал, думаю, ладно, пусть парень заработает, все-таки ехать действительно очень далеко. Очень не завтракал сегодня. Да, я узнал через другой сервис, вот тоже списывался, узнал, сколько стоит такси, там уходило 3500 бат. В любом случае здесь получилось дешевле.
Кстати, очень вкусная сладкая кукуруза и всего лишь 10 бат за штуку. Видим кукурузу и любуемся потрясающим видом на море. Ну все, ребята, мы прибываем. Смотрите, какая здесь красота. Аккуратно паркуемся. Здесь у них рыбацкая деревня. Есть магазинчики, можно закупиться. И также, я знаю, здесь недорогие гестхаусы, можно остановиться за такую достаточно низкую цену. Время ровно 3 часа дня. Мы прибыли на остров Кокут по расписанию. Когда мы покупали билет, у нас спросили, в какой нас отель нужно будет отвезти. Поэтому после того, как вы высаживаетесь с парома, садимся, едем в отель. Очень удобно. Здесь встречает такая девушка, вы ей говорите, какой у вас отель, и она вас направляет на нужный тук-тук. Переделанный пикап с сиденьями, такой достаточно современный, красивый. И вот здесь местные рыбаки уже разделывают рыбу. Ну как тебе дорога? Я думала, будет хуже. Я готовилась к худшему. Но это настолько комфортно, а может потому, что я спала в такси часа 2. И на пароме мне так понравилось. Не запарилась, не влахматилась. Вообще красота. И вот смотри, они могли бы за это брать дополнительную плату. 50 бат, там, 40, никто бы слов не сказал. Но это входит в стоимость. 2 раза уточнили, в какой отель нас отвезти. Получается, когда едешь по острову, вокруг тебя деревья, зелень и непроходимые джунгли. Больше особо ничего не видно. По крайней мере, пока. Мы сейчас проезжаем отель Paradise Beach. Вот здесь такие двухэтажные домики, тоже номера неплохие. Мы его рассматривали, но нам там не очень понравился бассейн, поэтому мы решили поселиться рядом с этим отелем, тоже на этом пляже. Он нам казался поинтереснее, ну сейчас покажем. Все, ребята, мы прибыли в наш отель. Нам сказали, что сейчас свободно 2 номера. И что приятно, предложили посмотреть оба. Ну, сейчас посмотрим, что нам предложат за 3370 бат. Знаете, какой вопрос нам сейчас задают чаще всего в комментариях и личных сообщениях? Как забронировать отель за границей, если российские карты не работают? Рассказываю. Есть такое приложение, оно называется One2Trip, и у них огромная база российских и зарубежных отелей и апартаментов, которые вы можете оплатить любыми картами российских банков. Плюс скидки до 37% при бронировании отелей в течение 5 дней после покупки билетов. Очень удобно и выгодно. Вы можете забронировать все необходимое в одном месте. Просто мечта любого путешественника. А еще кэшбэк до 15% при оплате бронирования travel-картой One2Trip. На ваш личный счет в приложении возвращается до 15% от потраченной суммы. Их можно тратить на новые поездки. Обслуживание карты бесплатное. Для ее оформления вам нужен лишь телефон и 1 минута свободного времени. Карта выпускается в приложении, поэтому в банк идти не нужно. Все максимально просто и удобно. Ссылка в описании. И вы не поверите, по дороге мы потеряли шляпу. У Светы была такая красивая шляпа, я думаю, вы все ее видели, она у нас еще с Рима. Как она пропала в тук-туке, вообще не понимаю, приехали и нету. То ли люди забрали, которые выходили в том отеле. Мы сейчас на ресепшене попросили, чтобы они связались, узнали и нашли, где наша шляпа. Она сама по себе как бы недорогая, но где сейчас нам шляпу искать, может и найдем, но она уже будет не та, а это прям клевая. Свете идет, и она, что офигенно, не мнется. Вот это очень важно. Территория в отеле очень красивая, все в зелени, в пальмах. Такие здесь отдельно стоящие домики. Ой, как тихо, как хорошо, это прям рай. Санаторий. Бассейн хороший, достаточно большой по размеру. Но больше не надо, и хорошо, что он еще синего цвета, потому что в том отеле продать он такого коричневого, поэтому нам он не очень понравился. И плюс там, получается, ты будешь жить, ну, в таких комнатках в двухэтажном доме. Вот это первый домик, который мы будем смотреть. Так, заходим. Большая просторная комната. Холодильник есть, телевизор. Да, телевизор. Кондиционер, что немаловажно. Это остров здесь в основном вот в таком стиле. Домики. Мне нравится. Пойдем еще санузел посмотрим. Да, главное, чтобы кран работал. О, вот
Просторное стекло. Так, это работает. И как она... новая лейка. Работает отлично. Хорош. Да, хорошая, все чистенько. Есть зонт, я могу ходить под зонтом. Я надеюсь, будет какой-нибудь ливень. Так, давайте дверь закроем, потому что она была закрыта. Ну, этот домик мне понравился. Посмотрим, чем нас смогут удивить в следующем домике. И вот так выглядит второй домик. Он получается Мне это нравится. рядом с бассейном. Тоже хороший. Есть столики на входе, есть сушилка. Здесь прикольно, но вот рядом туалет. Вряд ли там кто-то будет тусить, потому что людей что-то нет совсем. Ага. Обалденные. Мне тут нравится. Ну, мне кажется, этот номер как-то постарее. 2 отдельно стоящие кровати. Вид вот такой. Не знаю, мне там больше понравилось. Там понравилось, мне тут понравилось. Что делать? Не знаю. Камень, ножницы. В общем, мы поговорили на ресепшене и сказали, что хотим, чтобы домик у нас был с видом на зелень. Нам, в принципе, на бассейн пофиг. До него, во-первых, идти 2 шага, а во-вторых, как бы хочется такого... Просто посмотреть на зелень, а там с окна трактор. Да. Не хочу смотреть на трактор. И вот смотрите, такой домик. По факту то же самое. То же самое, только без тракторов. И здесь, получается, есть вид на зелень. О, душ какой, смотри, прикольный. Ну да. Все, давай его, мне нравится. Вид на зелень, просыпаешься, смотришь на зелень, красота. Ну что, берем? Да, Ну супер. прям вот отлично. Из тех выбираешь, то там недостаток, то тут недостаток. Все не идеально. А этот прям персик. Разложили свои вещи, переоделись. И сейчас пойдем на пляж. Я очень переживала, что мы приедем сюда ночью и не увидим всей этой красоты только на следующий день. А мы приехали так хорошо, что даже успеваем на закат. До заката, мне кажется, еще где-то час. На территории отеля есть ресторан, бар, обслуживание в номере. Так что, по сути, это идеальное место для пляжного отдыха. С резорта даже никуда не нужно ходить. Просто берете лежак и кайфуете. Вы просто посмотрите, какой нереальный пляж. Просто восторг. Это то, что я хотела. Мы долго искали отель, сравнивали отзывы, читали. Я говорю, я не хочу, чтобы были камни. Я не хочу, чтобы были волны. Я хочу, чтобы был закат. Я хочу, чтобы было немного людей, не шумно. И это прям то, что я хотела. Отсюда, кстати, отправляется спидбот до материка. А оттуда уже вы можете уехать, например, в Паттайю. Посмотрите, какая чистая водичка, как люди кайфуют. Ну, я считаю, что людей немного. Мне кажется, сейчас идеальное время, чтобы приехать на Кокут. Кстати, Кокут очень красивый остров с потрясающими пляжами, но он такой привередливый. Всего 2 месяца в году здесь по-настоящему хорошо отдыхать. Это январь и февраль. В остальные месяца либо дожди, либо шторма, либо сильные отливы, так что невозможно купаться. Поэтому вот он такой, чтобы получить от него максимум удовольствия, нужно знать к нему подход, так сказать. Посмотрите, какой волшебный пирс. Мы взяли с собой бутылочку вина по традиции. И сегодня будем кайфовать. Кокут – это место для спокойного отдыха. Здесь нет каких-то бешеных тусовок, как на Пипидон, где вы до утра там отжигаете всякие конкурсы. Есть пляжи, где проходит фаер-шоу, но такое более спокойное. Это место для тех, кто уже давно все понял в этой жизни, кто ищет покоя и уединения. Как мы с Сашей говорим, пора заземлиться, когда мы много работаем, еще сидим там на своем высоком этаже, у нас там то с этими встретились, то тут видео, то созвонились, то комментарии, то еще параллельно работа, то дела в Саратове. И уже все, голова кипит, и мы говорим, все, поехали, заземлимся, отдохнем на остров. Вот, показываем вам остров. Кстати, в проживание входит каяк и маска для снорклинга. Поэтому вы можете бесплатно здесь взять вот такой каяк, вот люди плавают, и поплавать, посмотреть окрестности. Лучше это делать с утра или на закате, когда не сильно жарко. Хороший подводный мир в области камней, так что кто любит снорклинг, милости просим. Только надевайте удобную обувь, чтобы не наступить на морских ежей, потому что они тоже любят Кокут и живут здесь своими колониями. О, посмотрите, какая штука, настоящая островная тема.
Можно Залезай. упасть. Я боюсь. Да, как-то. Я как бы знаю, что ничего не будет, но мало ли. Рвется. Шутка. О, Прикинь, такой пошел. такой скрип еще странный. А двоих выдержит? Я не знаю, но давай Ой, не нет, будем тогда не рисковать. пойду. Кстати, можно здесь попрыгать еще. Можно Да. устроить фотосессию. Напишите, если вы были на острове Кокут, где вы предпочитаете селиться, может, какой-то отель порекомендуете. Потому что мы когда искали, трудно выбрать отель. Вот отзывы, одни пишут восторг великолепно, другие ужасно кошмар. И ничего толком не понятно. Поэтому вот выбирали, но я думаю, что выбрали хорошо. Пока мне здесь все очень-очень нравится. И даже не хочется никуда ехать, никуда идти. Мне кажется, это классное место для отдыха с детьми, потому что плавный заход в воду, чистая водичка, нет никаких тусовок, никто не шумит, спокойно. Приехали с семьей на неделю. Мне кажется, останетесь довольны. Кстати, Светика упомянула то, что отсюда отходит спидбот. Он отходит ровно в 13:00. Еще один вариант она нам предложила. В 9:30 отправляется паром. И уже после того, как вы доберетесь до материка, там будут мини-басы. 500 бат за человека. И отправляйтесь в Паттайю. Что интересно, в Таиланде много островов. И этот, получается, один из самых дальних. Мы практически на границе с Камбоджей. И, как по мне, все острова разные. Вот некоторые говорят: ой, мы были там вот на этом острове, хватит, нам все поняли. Ничего не поняли, потому что все острова разные. Колан и Кокут, они в корне отличаются. Скажи, Колан, он даже более какой-то движниковый, что ли. Там больше, как мне показалось, инфраструктуры, а здесь природный отдых. Вот так со стороны смотришь, как будто он вообще необитаемый. И резортики вот так вот спрятаны вглубь зелени, деревьев. Такой эко-отдых. Совершенно уникальное место. Поэтому обязательно стоит посетить. Да, и здесь нет такого, как на Колане приезжаешь, и там куча магазинов, куча всего. Туристы, что-то там вот их много толпами, там вот китайцы приехали, шумят. Нет, здесь очень уединенно, очень прям вот робинзонский отдых. Вот так выглядят лежаки от нашего отеля. Здесь, кстати, даже гамак и игрушки. Вот игрушки, не знаю, это, наверное, чьи-то детей. Вот гамак точно местный, можно будет там затусить. Смотрите, какой нашла коралл. Просто валяется. А еще здесь нет никаких собак. Очень часто на пляжах, на островах много бездомных собак. И они как бы безобидные, не кусаются. Но они когда начнут чесаться вот возле тебя, вот она чешется, вот эти блохи в разные стороны. Думаешь: ой, не чешись вокруг меня, иди своей дорогой. Она вот прямо возле тебя станет. Здесь нету. Отлив начался. Ой, водичка прохладная, как будто не прям молоко. Блин, какая она прозрачная. Да, давно я не видела такой прозрачной воды. Конечно, это красиво. Песочек так волнами. Настолько мало людей, что нетронутый песок. Конечно, я чувствую, нам придется так пройти нормально, чтобы искупаться. Завтра выйдем пораньше. Еще на острове есть водопад. Мы тоже хотим на него сгонять, искупаться, зарядиться этой энергией бурлящей воды. Я это дело очень люблю, иногда даже с головой прыгаю. Ну, не прыгаю, это я говорю, типа прыгаю, а сама вот просто так раз, как купель. Вот. Ну что, пробуем водичку? Да. Давай, ты тоже. Давай. Давай, раз. 2, 2,5, 3. Прохладненькая. Но это потому, что мы нагрелись. Мы нагрелись, да. Вообще в Таиланде круглый год можно купаться, вода теплая, вы не замерзнете, даже если час будете плавать, поэтому это сейчас так со стороны показалось, наверное, вот намного теплее, чем везде, где я плавала. Ну, вот обычно в бассейне, мне кажется, вот такая температура воды. Холоднее в бассейне. Бывает холоднее, бывает теплее, но вот средняя температура в бассейне, вот сейчас здесь водичка такая, она бодрит, освежает, самое главное. Вот я не люблю, когда заходишь в воду, она тебя нифига не охлаждает. Вот это не люблю, вода должна охлаждать. Ой, как хорошо. Это
И я даже не могу связать мысли. Настолько я сейчас расслаблена, настолько мне сейчас приятно, что я надеюсь, вы меня понимаете без слов. Вот просто по моему виду, понимаете, как мне хорошо. И что хочу сказать. Мы вообще любим экскурсии, вот это все делаем. Но когда едешь с экскурсиями на острова, тебя забирают, потом несколько часов катают, забирают других туристов. Вот это я не очень. Кто-то опоздал, кто-то проспал, кто-то забыл что-то. 100 лет пройдет. А тут сам сел, как бы сам хозяйничаешь в своей жизни, сам решаешь, когда проснешься, когда поедешь. Конечно, чудом успели на паром. Могли вообще никуда не попасть. Еще 3 минуты, и мы бы не успели. Да, то, что мы сейчас здесь, это прямо судьба. И на несколько дней, конечно, классно. Когда ты едешь на день без ночевки, ты, конечно, получаешь много эмоций, фотографий, наплаваешься, но очень вымотаешься. А если вы хотите именно отдохнуть душой и телом, приехать расслабленными и заряженными, то лучше приезжать на несколько дней, в идеале на 3, можно больше. Не знаю, я люблю отдыхать, чтобы это было не прям дорого. Не то, что вот последние деньги отдал и такой, ой, а чего, а дальше? Даже не можешь. Как жить дальше? Как вернуться домой? Нет, смотрите по своему бюджету. Здесь есть недорогие совсем номера. За 1200 бат я видела. Вот. Байк в аренду 300 бат в сутки. Можно или поселиться 350. где-нибудь. Да, за 1200 взять байк и приехать на этот пляж, например. Да. Или на другой. Кстати, это один из самых лучших пляжей на Ну, острове. это, да, один из лучших. Нам он очень понравился. Мы думали вообще на другом сначала. Но я посмотрел, то, что там нет заката. И камни. Да, и камни. А здесь я вижу закат будет именно там, где нам нужно. Вот солнышко, и закат будет прямо в воду. Да, и есть место для нашей винной церемонии. И, кстати, здесь нет планктона, который кусается. О, это тоже важно, потому что он такой бывает вредный. Кусачий прям. Да, как цепанет, уж думаешь, а потом волдыри. Да не то, что даже, но бывает просто неприятно так, что-то пощипывает в воде. А здесь вот, ну пока такого нет. Уже сколько, минут 10 в воде, вообще нормально. Рекомендуешь этот остров для медового месяца? А я этот остров рекомендую для всего. Вот любую тему придумайте, рекомендую. Приезжайте, ребята, да. Конечно, единственный минус — это далековато, 4 часа на машине. Но, блин, такая красота, она того стоит. Тем более, если на такси едете. Упали в такси, спите, отдыхаете, через 4 часа вас привезли, упали на паромчик, и буквально через 15-20 минут вы уже в отеле. Мы накупались, наплавались, нафоткались. Фотки будут в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно заходите. Там у нас еще чат, все общаются. И вот посмотрите, какой красивый закат сегодня. Мы сейчас хотим пойти переодеться и посидеть за нашим баром. Пока еще действует акция, до 7 часов можно посидеть. Думаю, взять по коктейльчику. Мы снова переоделись и вышли посмотреть, какой сегодня закат. К сожалению, он уходит сегодня в облака. Нам оставил лишь пудрово-розовый цвет. Ну, тоже красиво. И включили лампочки на пирсе. Перед коктейлем предлагаю прогуляться немного по пирсу. Ой, здорово! Ну так романтично, ну так красиво. Прям вау! Смертельный номер на арене цирка Света. Аплодисменты. Решилась залезть на эту сетку, наступить. Для меня это как шаг в пропасть. Я не люблю неиспытанные всякие вещи, где нет страховки. Та-дам! Уху! Она держится
Ура! Ой, ну честно, больно ногам. Может, если попривыкнуть, то здесь можно очень хорошо развалиться и смотреть на звезд. Давайте попробуем. Ложитесь вот рядом. Ой, подушечку бы. Давайте посмотрим, какие есть коктейли, которые вот за 160 бат, 5 до 7. Мохито, Sex on the Beach, фирменный CFR, джин-тоник. Что бы мне взять? Надо подумать. Наверное, мохито. Мы заказали наши коктейльчики Sex on the Beach и Сифар. Мохито, да, мохито не было. Ну ничего. Посмотрите, какой здесь бар. Прямо на пляже. Такая красивая подсветочка. Кстати, коктейли делают из натуральных ингредиентов. Вот он сейчас при нас нажимал лайм. Я вижу, у него здесь апельсины, ананасы разделаны. Так что не какая-то химия, разведенная из сиропов. Вот и коктейльчик Светы подоспел. Шустро все делает. Ну, красота. За хорошо-то? Да. И за то, чтобы каждый, кто смотрит это видео, тоже отправился в незабываемое путешествие как можно скорее. За вас, ребята. Как коктейльчик? Вкусный, крепкий. Я думаю, с такими коктейлями нам винишко не пригодится. Мы не захотели есть в отеле, потому что там никто не ест. Думаю, что мы там будем есть? Пошли. Тут, короче, есть главная дорога, и вдоль нее кафе. И все едят в кафе у дороги. Они так и называются. Кафе у дороги. И все про них друг другу говорят. Так что мы идем искать еду в кафе у дороги. Кстати, мне нравится то, что здесь дорога хорошая, хорошее освещение. Мы шли и наконец-то нашли кафе. Сели, и я счастлива. Смотрите, здесь есть меню. Все понятно. Блюдо где-то 100 бат. Салаты по 50. Мы взяли свиные ребрышки, суп из тыквы и жареный рис с морепродуктами. Вот, посмотрите. В принципе, цены кайф. Вот. Свинина, курица, рыба, все есть. Жареная рыба в соли 180 и 250 бат в зависимости от размера. Цены вообще кайфовые. Здесь, я вот смотрю, едят местные. Заведение называется Isan Family. Оно такое, конечно, не очень приметное, но я надеюсь, будет вкусно. Не, ребята, это прикол. Она меня спросила, вам большой кокос или маленький? Я говорю, давайте большой. И вот это большой кокос, по ее мнению. Что это вообще? Какой же тогда маленький? Да. Смотрите, как они его постригли. Свет сказала то, что мне нужно сходить в туалет и показать его вам. Потому что здесь что-то такое интересное. Так, ага. Это же геккон. Посмотрите, какой хвост у него. Хочу показать вам красоту местную. Смотрите, какая ракушка клевая. На самом деле нет, хочу показать. Сейчас покажу вам, как жарятся мои ребрышки и рыба. Света говорит, эх, надо было брать рыбу в соли. Принесли нашу еду, мои ребрышки, рис и супчик. Вот Саша знает, что заказать. Нереально вкусные свиные ребрышки. Это просто фантастика. Они в каком-то устричном соусе. Такие островатые, кисловатые, как будто с лимончиком. Сочные, свежие. Просто невероятные. 10 из 10. И с запахом вот этого дыма обалденный. Просто вообще шедевр. А вот суп, хуже супа я не ела. Вот я хочу, чтобы ты попробовал и сказал, в чем проблема этого супа. Может, потому что сюда огурцы какие-то накидали? Да, огурцы это еще не важно. Сложно сказать, это прям тайский суп. Вот честно. Непонятно, горький какой-то. Ну, есть можно, на самом деле, но какой-то он горьковатый и острый. Он же соленый. И соленый. Он просто пересоленый в хлам. Не знаю. Он не то, что пересоленый. Ну, кстати, может и пересоленый. Он очень соленый. Прям очень. Вот на морской воде. Можно мясо выбрать, а бульон оставить. Не, ну просто он такой своеобразный. Мы такой раньше не ели. Рис мне понравился. Он такой не сухой. Хорошая порция. Много морепродуктов. У него приятный вкус. Как будто
Его обжарили с яйцом, с добавлением соли, черного перца и вот этого устричного соуса. Очень-очень вкусный, прям обалденный. Мы поели, все вышло на 360 бат. В принципе, мне все понравилось, особенно мои ребрышки были просто обалденные. Ну а суп на любителя. Мы зашли в магазинчик, что интересно, здесь нужно разуваться. Есть банкомат Крумскри. Заходим. Здесь у нас касса, продаются зажигалочки, мыло, шампуни, чипсы, всякие сладости, зубные щетки. Здесь у нас алкогольные напитки и безалкогольные, водичка, пиво. И вот здесь уже более крепкие напитки. Вот Бакарди бутылка 1000. Такая бутылка тоже 1000. Мы зашли в еще один магазин. Посмотрите, какая здесь красивая собака сидит, охраняет. Здесь тоже нужно разуваться. Мы набрали немного напитков. Вот здесь, в принципе, все то же самое. Алкогольные, безалкогольные напитки. Выбор небольшой. Это вам, конечно, не 7. Чипсы есть, мороженое есть, какие-то моющие средства. Но вот даже шоколадок, например, мы здесь не нашли. Какие-то единичные экземпляры кофе. Ну, вот, в общем, что было, то набрали, вот накидали, как-то так. У нас кот появился. Все. Обжились, завели животное. Месье кот, вы вообще откуда пришли? И что вы ищете в нашей квартире? Пойдем сейчас купается. Конечно, не Персей, но уже что-то. Кот, там нет твоей подружки. Может, ты ошибся адресом? Мы уже 2 часа лежим на нашем гамаке, который натянут над водой. Постелили циновку и лежать приятно и смотрим на звездное небо. Как ни старайся, мы не можем вам его показать. То есть мы можем навести камеру на небо. Вот наведи. Но вы ничего не увидите, к сожалению. Поэтому вам обязательно нужно будет приехать сюда самим и посмотреть. А пока вы не приехали, я вот что скажу. Вот представьте, вы лежите и смотрите на бескрайнее звездное небо. Такого количества звезд мы не видели нигде. И они не просто сияют, они мерцают, вот так, переливаются. Мы уже 2 раза видели, как падают метеориты. Просто таким хвостом по всему небу. Ой, вспоминаем всякие фильмы, которые мы смотрели про космос. И все это в окружении воды, шума волн, теплого света, огоньков с резортов. Никого нет, удивительно. Столько людей живет в отеле, и никого нет сейчас здесь, как будто прям для нас. И мы лежим, погружаемся в эту черноту и бесконечные звезды, думаем о жизни, о прошлом, о будущем, о египтянах, о фараонах, о наших предках. Ну, такие приятные мысли. Если в городе нас посещают только рабочие в основном мысли, какие-то бытовые, там еще что посмотреть, там что на ужин, то здесь ты как будто переключаешься в другую реальность. Мне сложно это описать, и мне кажется, что со стороны это прозвучит немного наивно и глупо, но здесь ты по-настоящему живешь. Ты испытываешь вот эту вот связь с природой, единение. Ты настраиваешься на волну, на ту же частоту, на какой существует природа. Я не знаю, как сказать. Ну, типа, мы дети природы, и нам классно, когда мы живем с ней в одном ритме. Не притягиваем одеяло на себя, не занимаемся вот удовлетворением только своих амбиций, своих хотелок, когда нервная система так скачет. Нам хорошо, когда мы вот ровно, как природа живет. Я не знаю, знаете, как это духовное, это когда ты отключаешь свое «я». А личностный рост – это когда все для твоего «я». И вот здесь, на природе, получается, как-то, мне кажется, отключить свое «я». Я не знаю, я надеюсь, короче, что вы меня поняли, потому что я испытываю сейчас такой душевный подъем, и мне захотелось с вами поделиться. Я очень надеюсь, что вы, когда сюда приедете, вы не только будете купаться и загорать, но еще
полюбуйтесь этим потрясающим звездным небом, которое, к сожалению, я не могу вам показать. Ни одна камера, мне кажется, не передаст того, что сейчас вижу я. Только ваши глаза и ваше личное присутствие здесь.